Сама Ванга предсказывала появление некого шамана. Не знаю, про него ли она говорила, но сейчас на вершине Олимпа у нас блистает именно певец-шаман. Совпадение? Но как бы там ни было, путь этого человека к славе — это история про боль, предательство и три женщины. Первая изменила, вторая ушла, а третья? А третья вам в конце расскажет сама Ксения Собчак. Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Соколова, и сегодня я расскажу вам историю певца «Шаман», который прошел от нищеты до славы и личной встречи с президентом. Вот уже третий год он находится на пике популярности в России. В конце ноября ему исполнилось всего 34 года, а он уже на сцене, только вдумайтесь, 30 лет. 30 лет на сцене. Певец-шаман отметил важную дату грандиозным выступлением в Кремле. Первый раз он спел еще в 4 года. Город Новомосковск, городской дворец культуры. Я вышел, это была первая песня, которую исполнил. Песня «Ах вы сени мои, сени новые мои». Друзья, прежде чем мы начнем, попрошу вас поставить лайк этому видео прямо сейчас. Поверьте, вы еще не знаете самого шокирующего. А в конце я открою вам главную интригу. Что Ванга на самом деле говорила про белого шамана? И почему третья жена отказалась брать фамилию мужа? Обязательно досмотрите до конца. Итак, настоящее имя артиста — Ярослав Дронов. Он родился в Новомосковске Тульской области. Талантливый парень окончил музыкальную школу, колледж и поступил в Гнесинку. В 2013-м покорил саму Аллу Пугачеву на шоу «Фактор А», и она вручила ему свою золотую звезду. Все думали, вот оно, началась его звездная карьера. Но после проекта Алла Борисовна просто исчезла из его жизни. Никаких предложений сотрудничества, никаких звонков. Ярослав пошел петь в кавер-группу «За копейки», а дома его ждало настоящее предательство. Его первая жена Марина, преподаватель музыки и старше Ярослава на 6 лет, в браке у них родилась дочка Варвара. Казалось бы, семья, ребенок, любовь. Но Марина не поверила в мужа. Позже экс-депутат Роман Худяков раскрыл настоящую причину их развода. Жена изменила Ярославу, потому что просто не видела с ним перспектив. Для мужчины, который изо всех сил пытается пробиться, это был настоящий удар в спину. Они расстались. Дочке Ярослава сейчас почти 12 лет. Потом был «Голос» и второе место в команде Пелагеи. Зал плакал, когда он исполнял духовный стих «Когда молод был». Но и после этого опять тишина. 0 предложений. В 2017 году Ярослав покинул кавер-группу, сидел без денег, перебивался случайными заработками. У него уже было 2 успешных телепроекта за плечами, а в кармане пусто. Многие уже бы опустили руки, но Ярослав не сдавался. Именно тогда он встретил Елену Мартынову, умную и успешную женщину. Они расписались, а с 2018 года Елена заняла пост замдиректора по стратегическим коммуникациям Мегафона. Многие потом говорили, что именно жена и помогла в раскрутке своего возлюбленного, но они все отрицали. Корпоративный пиар и шоу-бизнес вообще никак не связаны, это совсем другая сфера. Хотя я считаю, что финансовую поддержку она точно могла ему оказать. Но не хотят говорить. Настаивать на своей точке зрения не буду. А вы как думаете? А дальше Ярослав сделал то, что изменило всю его жизнь. Он придумал сценический псевдоним «Шаман». И это не просто так. Его подписчики часто говорили о его шаманском голосе. Он создал яркий образ с дредами и залил в ТикТок кавер на песню «Улетай», которая тут же завирусилась. И к концу 2021-го у него уже было 1 миллион подписчиков. И вот наступил переломный момент. 23 февраля 2022 года у певца выходит патриотический трек «Встанем» про погибших воинов. И он набирает больше 50 миллионов просмотров. А потом «Я русский», и уже сам Песков его хвалит за патриотизм. А уже через полгода шаман поет гимн России на Красной площади, а рядом сам Владимир Путин. Вот оно как бывает, от бедности до президента меньше, чем за год. Тут же, конечно, на Ярослава начались нападки. Будков снял неоднозначную пародию «Я узкий», Собчак придиралась к словам песни «Я русский всему миру назло», а Илья Резник называл его коммерческим проектом. Но шаман не обращал ни на кого внимания, лишь поблагодарив своих хейтеров за бесплатную раскрутку. А потом один хит за другим. «Вороны мои», «Мы», «Мой бой», партия князя Владимира в этно-опере. Максим Фадеев даже подарил ему на день рождения песню «Мама».
В июле 2024 он получил звание заслуженного артиста. А в 2025 дважды летал к Ким Чен Ыну в Северную Корею. Потом он сказал: «Говорят, что я теперь в КНДР второй по популярности человек после товарища Ким Чен Ына». Представляете масштабы? Но в личной жизни опять облом. Со второй женой Еленой они прожили 7 лет. Слава пришла только через 5 лет после их свадьбы. А в сентябре 2024 новый развод. Причина? Работа, постоянные гастроли. У него просто банально не было времени на личную жизнь. Шаман периодически начал появляться с разными девушками. То Мию Бойку поцелует в шею на красной дорожке, то Осияца Эгидову из оперы. И каждый раз новые слухи. И тут в его жизни появляется она, Екатерина Мизулина, дочь известного сенатора, глава Лиги безопасного интернета. В марте 2025 шаман прямо на сцене ее целует. 5 ноября 2025 года они расписались. И знаете где? В Донецке. И не в обычных свадебных нарядах, а в дизайнерской одежде цвета хаки. Многие решили, что они просто пришли в ЗАГС в военной форме. Но оказалось, что это далеко не дешевые костюмы, а от самого Сен-Лоран за 315 тысяч рублей. Является ли ваше желание вступить в брак взаимным, добровольным и искренним? Прошу ответить жениха. Мои поздравления. Теперь точно. Само торжество они планируют провести в 2026. Со слов Ярослава, это будет закрытое мероприятие, без камер и прессы. Какие-то прям самые близкие люди по родственному посидим, без гулянок, без СМИ. Сейчас просто не то время. Не знаю, как по-семейному, но уже сам Григорий Лепс пообещал им там бесплатно спеть. И вот еще один интересный момент. Екатерина уже подтвердила, что не будет брать фамилию мужа. И это их обоюдное решение. Сильная и самодостаточная женщина не обязана становиться тенью супруга. Правильно я поняла? А знаете, что сказала об этом браке самый главный хейтер шамана Ксения Собчак? Она назвала их пару Кен и Барби и предрекла скорый развод. Учитывая, что 2 предыдущих брака распались, интересно, сбудется ли ее прогноз? Ну а теперь про Вангу. Еще в 80-е годы болгарская ясновидящая предсказала: появится белый шаман, который будет поднимать патриотический дух России. Совпадение? Может быть. Но вот что интересно, в детстве шаман чуть дважды не погиб. Первый раз его едва не сбила машина, а во второй в 12 лет его унесло речным течением, и отец чудом спас его. Он выжил. Но для чего? Возможно, чтобы стать тем самым белым шаманом? Как думаете? Кстати, 22 ноября в свой день рождения он дал концерт в Кремлевском дворце, и у него была там премьера песни «Я красиво живу». На концерте присутствовала и свежеиспеченная теща, мама Екатерины. Все, что ты наметил, иди, и ничего, и никого не бойся. Я всегда рядом. А вы верите в предсказания Ванги? И как думаете, долго продлится этот 3-й брак Ярослава? Напишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. С вами была Наталья Соколова. До новых встреч. Пока-пока. Я люблю шамана, я люблю русские люди,